Всех приветствую. Пока на рынке криптовалют ничего существенного не происходит, предлагаю посмотреть и занять весь сегодняшний ролик только одной валютой, и это российский рубль. Вчера я озвучил свою идею посвятить этому активу целый ролик, он будет не длинный, и погнали. В ближайшей перспективе, как вчера я отметил, это у нас ближайший уровень до 83 и 85 ожидается повышение. Если же смотреть глобально, можно ли рассчитывать на снижение рубля и перелом тенденции, чтобы идти вниз, давайте посмотрим на всю историю этой валюты. Открываем месячный график. Вот так выглядит он с 1994 года. Как видно из графика, тренд у нас восходящий. Он длится у нас с 90-х годов. С 2002 по 2008 было небольшое укрепление рубля, но после кризиса 2008 года все пошло просто под откос. Ни о каком укреплении рубля вообще не стоит говорить. Даже если он сейчас в моменте снизится до 45 рублей, это все еще будет восходящий тренд курса. Стоит отметить вот такую тенденцию. Кстати, перед этим вот покажу. Смотрите, ничего не напоминает? Очень похоже на памп какого-нибудь шиткоина, да? Просто Dogecoin в реальности на 300% рост за год. 300%. Неплохо. Что стоит здесь отметить? После того, как происходит вот такой большой рост, откат даже не доходит до середины. То есть он в район где-то примерно середины приходит. То есть рост, откат 29%. Здесь снова рост, откат 25%. В 2014 году, даже с 2011 года уже начался рост на 200%. И откат у нас снова в районе 30% всего. То есть стоит ожидать, что у нас тенденция данной валюты – это памп и откат не дальше начала этого пампа. А это значит, что после недавнего у нас падения рубля на 35%, цену ниже 60 рублей можно уже вообще не ждать. И если сейчас произойдет очередной рост в район 80-90 рублей за доллар, это будет 20% роста, откат будет составлять не дальше половины, а это значит, что цена в 80 рублей будет вполне себе приемлемой. И это новая цена, при которой будет жить экономика России. Что касается уровней поддержки, давайте посмотрим. Сюда. Здесь. Ну и вот важный уровень, который мы сейчас должны будем пробивать. Вот он. Следующий вот здесь. Множество здесь уровней скопилось. Поэтому если вот это все преодолеется, то дальше нам дорога открыта и можем лететь до бесконечности. Что касается волн. Сейчас все это похоже вот на такую штуку. 1, 2. Сейчас мы находимся. 3, 4, 5. Сейчас у нас развивается тройка. То есть мы предположительно находимся в пятой волне в рамках третьей волны. Здесь у нас тройка была растянутая. После событий в Крыму, всем известных, произошла коррекция до половины, примерно, как всегда после пампов на рубле. И сейчас расчетная зона, куда мы можем ожидать рубль. Вот она. Ну, я думаю, как раз таки в район 100 рублей окончательно можем прийти. Ну, хотя бы удариться об этот уровень, об 100 рублей. И круглая цифра, и расчетная зона здесь. И все совпадает. Здесь у нас уже по индикатору дивергенция. Если мы здесь продолжим движение цены и не получим большой рост индикатора, то вполне вероятно здесь будет у нас дивергенция. И из данной зоны можно будет уже ждать хотя бы какого-то снижения. Если будет именно так, то укрепление рубля можно будет ждать в лучшем случае снова в данную проторговку. Ни о каких 50 и 40 рублей за доллар уже и не надо будет мечтать. Это в самых хороших, радужных сценариях для рубля, по мне так. Но после этого у нас еще волна 5. Обычно при прогнозах я не смотрю ни на новости, ни на какой-то фундаментал, потому что считаю, что все эти факторы уже давно заложены в цене теми, кто узнает новости раньше нас и СМИ. Поэтому считаю, что какой-то новостной фактор, он вторичен. Он может дать какой-то резкий скачок, но основная цена уже заложена. Те, кто хотел быть в курсе, они уже до этого знали, либо купили, либо продали. Но давайте все равно посмотрим, что у нас сейчас происходит в новостном фоне. Например, запрос рубль. Новости. Обвал начался. Курс слабый. Хотят вводить цифровой рубль. Курс рубля упал после заявления Псаки.
То есть кто-то там что-то заявил, и целая валюта ядерной державы упал, курс упал. Рубль снова дешевеет, таинственные продавцы, вот о чем я и говорю. Тот, кто знает, тот уже и продает, и покупает, когда надо. И не ждет никакие новости. Бензин подорожал. Короче, один негатив. Что у нас еще можно? Россия. Новость. Россия, Украина, Пентагон, ковидные меры. То есть пандемия еще не завершилась, но уже хотят снимать какие-то меры. Потому что людям нечем помочь. Экономика слаба. Тут у нас меры снимают, тут у нас новые штаммы не хотят завозить. Сами определиться не могут. То ли у нас все хорошо, то ли все плохо. Что у нас есть? Спортивные новости какие-то. Опять НАТО, Украина. Ну, то есть в новостях прослеживается фон о скорых военных действиях. Опять у нас все плохо. На этом фронте тоже. С Меркель, передвижение. Ну, в общем, новостной фон у нас такой. Ну, давайте еще что видим. Путин. Новости какие выкатывают. Ну, кроме как смерть Филиппа и каких-то пустых новостей. Опять-таки война. Давайте уж по традиции. Какая у нас тема? Одна из самых главных. Санкции. 3 часа назад, 1 час назад опять санкции. Ну, то есть, если подумать, для тех, кто считает, что новостной фон и фундаментал – это самое главное. Нет хорошего фундаментала, нет хороших новостей. На чем укрепляться рублю? Не на чем. По технике тоже вверх. Все плохо. То есть, если подытожить глобально, волна 1, 2, сейчас будет волна 3, 4, и куда у нас вполне может прийти волна 5. В самых лучших вариантах, то есть в краи будем биться, то есть не глубокие коррекции, там никакие, в края просто зон биться, а так-то можем мы и выше улететь, и зоны передвигаться. Даже если бьемся просто в края, то до 120-130 рублей за доллар курс спокойно может идти. Это не вопрос там нескольких дней, хотя в случае данного роста в 2014 году это вопрос нескольких дней, может быть нескольких недель и месяцев, просто на десятки процентов улетели. Но сейчас, думаю, не будет такого резкого роста, ну, по крайней мере, прям вот такого же, как в 2014 году, хотя там была война, здесь война ожидается. По рублю все плохо. Есть возможности, я бы лучше хранил рубли в деньгах. Доллары, евро, фунты. Потому что если уж доллар обвалится, то рубль точно обвалится. Я имею в виду в плане, что сейчас все акции перегреты, все рынки перегреты, все ожидают новый кризис. И если уж я считаю хранить, то в долларах он обвалится последним. Из акций все будут выходить в доллар, потому что они все торгуются к доллару. Все, что будет падать, все торгуются к доллару, и все будут выходить в доллар. Можно будет, конечно, предположить, что куда-нибудь в крипту, но это маловероятно. Криптовалюта – это рискованный актив, и там уж точно никто не будет хранить никакие свои сбережения. В крипте только спекуляции. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свое мнение. Удачной торговли и счастливо!